Всем привет! Вы на канале «Шить для себя – это удобно». Пришло время шить для себя пояс. Женский пояс. Вот такой красивый, эксклюзивный. И только у вас он будет, потому что вы его шили сами. Длина пояса 1,20 м, но теоретически его можно сделать какой угодно длины. Вот такая красота. Если у вас есть швейная машинка, и она делает хоть какие-то декоративные строчки, то вы справитесь, у вас обязательно все получится. Если вам понравился мой пояс, то ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, для создания пояса, длина которого 1,20 м, вам потребуется либо целый кусок, либо остатки, как у меня кожи. Вот я их вырезаю, смотрите, уже одну полосочку вырезала. Обязательно застежка, в моем случае она 3 сантиметра. Вот, и полоски нужно вырезать сантиметров по 9. У меня получается по 8. При складывании ее пополам у меня будет расстояние между полосочками. В идеале лучше делать по 9. Теперь нужен клеевой дублерин воротничковый. Он самый прочный, мне кажется. Я попробовала, мне понравилось. Вот. И мой пояс будет сточной. Он будет состоять из трех кусочков. Я постараюсь, чтобы это было не сильно заметно. Вот, и я нарезаю полоски. Вот я шила у меня на канале есть юбку кожаную, остались остатки. Потом использовала ее для пошива сумки для дна. Это искусственная кожа на трикотажной основе. Все в дело, все кусочки в дело. Вот так идет основа. Я нарезаю полоски. И у меня вот как раз таки раз полосочка ляжет, и еще одна полосочка ляжет, и как раз будет где-то 1,20 м. Вариантов других нет. В последующем я, наверное, буду шить другой поясок из такой кожи, и здесь стыков, наверное, будет только один. Вот. Из чего угодно, из джинса можно пошить, из катона, но все нужно обязательно уплотнять и иметь застежку. Затем я куски кожи стачала из частей, вот, и сверху разутюжила. Через проутюжильник кожа не утюжится, поэтому сверху хлопчатобумажную ткань и разутюживаете шов. Затем я нарезала с помощью линейки и канцелярского ножа полоски воротничкового дублерина. Кожа становится жестче, то, что нам нужно. Вот нужно наклеить. Сначала по всей площади я частично наклеила, для того, чтобы вам показать. И вот именно дублерин уже клейте без проутюжильника, для того, чтобы он хорошо цеплялся к коже на клей. Вот. И после этого я буду заутюживать ровно по сантиметру с каждой стороны. Главное, что в сложенном состоянии мне нужно получить где-то 3 сантиметра, а все остальное нужно завернуть вовнутрь. Вот таким образом. То есть я беру и заутюживаю где-то по сантиметру, но уже тоже через проутюжильник. Вот что у меня получается. Заутюженный край с двух сторон. Вот такой поясок будет. И для того, чтобы он не смещался и вот так жестко под машинкой лежал, я советую вам воспользоваться либо клеевой паутинкой, тоненькой, вот здесь проложить и приклеить края, а затем посередине и заклеить сверху. Это первый способ. И второй способ — это вот такой двусторонний скотч для кожи трансфер. Он прокладывается точно так же. Отрывается одна половинка, просто его очень трудно отодрать, но это возможно. То есть вы проклеиваете по сгибу
Вот так. Затем отрываете краешек. Вот здесь буду долго возиться. Ну вот что получается. Вот. А затем этот краешек аккуратненько, вот так без утюга. То же самое я сделаю по центру и потом соединю. У меня будет ровный, красивый пояс. А потом под машину. У вас должно получиться что-то подобное. Вот я сюда проложила клеевую паутинку. Здесь трансфер. Приклеила. Получился пояс. И теперь только мы начнем его настрачивать. Для того, чтобы настрачивать, я вот пробовала всякие варианты, всякие строчечки и цвета. И остановилась на крайнем. Но мне больше всего понравились. Это бежевые нитки, обычные, которыми шью не кожу. Вот, по цвету и как они ложатся, очень-очень симпатично. Вот. И обязательно еще нужно не забыть про то, что обработать нужно уголок, который идет непосредственно в саму застежку. Для этого мы обрезаем ровненько от центра. Вот так. И изнутри обрабатываем его. Для этого нужно перевернуть. И вот таким образом изнутри застрочить. Немножко развернуть и застрочить. Обычным способом. На обычной строчке. Переворачиваем и здесь дострачиваем. Я сейчас попробую, одна сторона развернута, а вторая свернутая. Вот этот уголок нужно тоже обрезать, чтобы он не мешал. Вот, и выворачиваем все на лицо, выправляем и приутюживаем. Этот краешек нужно развернуть и заправить его вовнутрь. Я сейчас все аккуратненько выправлю с помощью колышка и обязательно приутюжу. Вот так, чтобы это было красиво. Вот таким образом. После этого нужно настрочить по краю. Я буду строчить на спецлапке, которую часто использую. Это вот такая лапка с регулировкой, которая позволит мне ровно относительно края проложить строчку. Начинаем строчить с необработанного края. Лапку я установила, и не забываем смазывать кремом. Расстояние где-то 0,1. Частота стежка 3,5. И вот так по всему периметру я буду прострачивать с одной стороны и потом с другой стороны. Теперь приступаем к настрачиванию декоративных строчек. Ориентироваться будем на конец лапки. Лапка должна идти по краю. Я, скорее всего, буду сейчас вот такую строчку использовать по краю. И у меня это у меня номер 117. У вас наверняка есть другие строчки. Потом я буду использовать 60-ю строчку. И получится вот такие, как соты. Вот, может быть, даже цветочки. Но здесь уже творчество полнейшее. Каждый раз пояс будет получаться необыкновенный. И только такой будет у вас. Я беру и продолжаю настрачивать. Вот. Начинаем чуть-чуть дальше. Заходим. Так, опять же я ставлю строчку 117. 117. Значит, в моей машине отклонение иглы на 9 миллиметров, почти до сантиметра. Это нужно учитывать. Не у каждой машины такое есть. Ну, пробуем.
Вот что у меня получается. И я так вдоль всего края начинаю настрачивать. Дойдя до конца, я потом с этой стороны начала по той же самой строчкой вдоль края и продолжаю. Постоянно мажу кремом. Если не мазать кремом, то получается вот такая, начинает чистить. Посмотрите, в одном месте она у меня начала чистить. Поэтому я не советую вам рисковать. Лучше мажьте, чтобы вся строчка была равномерная. Теперь я по центру взяла строчку. Сейчас я вам скажу 0,61 в моем случае. И посередине даю строчку. Вот что получается. Вот, смотрите, что получается. На мой взгляд, неплохо. Вот такой пояс теперь у меня будет. Красота! Теперь, после того, когда мы настрочили весь пояс, нужно отступить 5 сантиметров, перегнуть пополам и нарисовать в одну и в другую сторону по сантиметру. Здесь будет петля. Вы эту петлю можете выметать, если делаете из ткани. Если кожа, то достаточно будет несколько раз обстрочить со всех сторон и разрезать для того, чтобы вдеть застежку. Я просто укладываю и в виде рамочки по центру обстрачиваю. Нужно строчку как можно уменьшить. А потом разрезать посередине, как у обычной петли. Разрезаем отверстие. Теперь, после того, как разрезали отверстие, не надо на все 2 сантиметра разрезать, можно достаточно вот сантиметрика. Вот, мы засовываем. В это отверстие вставляем держатель. Вот таким образом. А этот краешек вытаскиваем наружу. Вот что получается. Застежка. И теперь этот участок можете подрезать, если он вам не нужен. Нужно подогнуть и настрочить как можно аккуратней. Вот. Значит, когда будете пристрачивать на камеру, я это делать не буду, я сделаю чуть-чуть пошире, вот так. Обязательно оставьте нитки и завяжите по краям, чтобы здесь была красивая закрепка. И я вам советую еще вручную закрепить вот здесь на месте самой петли, чтобы не соскальзывала. Или закрепку поставьте на машине, но на машине подлезть сюда сложно. Вот что у меня получилось. И я еще сделала петелечку вот такую. Тоже настрочила декоративную строчку. Нужно соединить кольцо и надеть на пояс. И пояс будет практически готов. Осталось сделать отверстие. Ну вот, осталось только сделать дырочки. Вот я одну дырочку сделала, наметила пишестирайкой. У меня есть вот такой дырокол. Нашла самая тоненькая, наверное, у меня. Так я устанавливаю и прижимаю. Получается вот такое отверстие. Можно сделать еще с этой стороны, прям напротив. Вот. И потом немножечко продырявить капельку. Вот такие дырочки. Если вы боитесь, что оно разойдется, если это ткань, можно вручную прям сделать как петелечку. Пожалуйста. Можно на машинке сделать вокруг такой ромбик, как петелечку. Вот. А вообще можно поставить, конечно же, люверсы, и будет еще красивее. У меня получился вот такой пояс.
Если вам понравился, то обязательно ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И всех творческих успехов!